Всем привет! Вы на моем канале Сметанка вяжет спицами. Меня зовут Настя. И в этом видео по многочисленным просьбам я буду вязать капор лицевой гладью с таким анатомическим капюшоном, кетлевкой. И у меня будет низ резиночкой. При желании вот этот низ можно оформить просто лицевой гладью. Там ничего сложного нет. Оставлю отдельный видеоролик, как начать здесь лицевую гладь, чтобы она здесь была красивая. Очень оформление кетлевкой тоже. Это будет в отдельном видеоролике. Переходите по ссылке в описании. Я же буду вязать именно резинкой. Небольшое уточнение. Капор — это снуд и капюшон. Но я, пересмотрев очень много материалов на ютубе и в интернете, все вяжут вот эту часть очень широкую. Мне это не очень нравится, поэтому я сделала ее немножко уже. И как видите на фото, мне очень нравится, как оно сидит. Вот эта часть получается вообще отлично, классно очень садится по шее. Она не очень широкая, но и в то же время она не очень узкая. Как я высчитала, что я сделала? Я просто рассчитала плотность на лицевую гладь на спицах 5 миллиметров, но для снуда я взяла просто спицы на размер меньше. Вы можете вязать, конечно, и по стандартному размеру, сделать обычный широкий снуд, не меняв спицы, то есть вязать тем же номером спиц, что будем вязать капюшон. Здесь все по вашему усмотрению и желанию. Я же буду вязать именно такое поуже. Во-первых, это нечто среднее между снудом и манишкой. Это не совсем манишка, она не так плотно прилегает к горлу, но и не совсем большой снуд, который очень широко висит на горле. Вообще снуд подразумевается то, что он одевается на верхнюю одежду и через него перебрасывается капюшон. Все-таки этот снуд должен быть не как снуд, а что-то среднее между снудом и манишкой. Поэтому у меня вот такое решение. Я сделала горло немножечко поуже, чем обычно делают все мастера. Дальше говорим про плотность, инструмент, пряжа и начинаем вязать. Вязать я буду из пряжи пух норки вот с такой этикеткой. У меня два мотка разных, чуть-чуть разных оттенков. Один такой мятный посильнее, другой мятный послабее. Просто в магазине не было два цвета мятного. Я взяла два мотка разных цветов и их просто перемешала, как я это обычно люблю делать. Номера цветов вставлю я в углу экрана. Номер цветов, метраж. Вязать я буду в 2 основные нитки и 1 дополнительная. При покупке такой пряжи всегда к моточку идет вот такая бобинка с дополнительной нитью. Эта ниточка у нас идет стрейч, она нужна для того, чтобы изделие держало форму, например, там резинки и так далее. Значит, вот такая бобинка. Одна нить вот такой бобинки и 2 нити основные. Вот от этих мотков. Получается у меня здесь 3 нити. Вот 2 нитки у меня с мотков и 1 ниточка дополнительная. Получается, я буду вязать вот в 3 нитки. Вот в эти. Вот такая вот у меня ниточка получается. Вы можете использовать аналогичную пряжу с похожим метражом и составом. Инструмент. Резинку на капоре я буду вязать на спицах 4 миллиметра. У меня круговые на леске 40 сантиметров. Так как я буду ее вязать по кругу, левая спица у меня будет на размер меньше 3 миллиметра. При вязании по кругу, если есть у вас съемные спицы, то рекомендую брать левую спицу на размер меньше. Вяжем мы по кругу правой спицы, она формирует нам правильный размер петли, а левая спица у нас идет второстепенно. По ней петельки просто передвигаются легче, и у нас облегчается нажатие на эту спицу, на левую. То есть при вязании по кругу левую спицу можно брать на размер меньше. Это только для съемных спиц. Если у вас нет съемных спиц, значит просто спицы 4 миллиметра. После резинки мы переходим на спицы 5 миллиметров. 5 миллиметров обе спицы, потому что там уже мы будем вязать буквально один ряд по кругу. Дальше у нас будет все поворотным обратным вязанием. Дальше 2 маркера.
игла с большим ушком, ножницы, чулочные спицы 4 миллиметра для вязания шнурка вот этого, сантиметровой ленты и крючок у меня номер 4. Так, по инструменту все. Про плотность и ход работы. Про плотность. На спицах 5 миллиметров лицевая гладь у меня получилась в 10 сантиметрах ровно 20 петель. Образец после ВТО. Дальше 20 делим на 10 и получаем количество петель в 1 сантиметре. Дальше от этого количества петель я отнимаю 10% на растяжение и получаю свою плотность на 1 сантиметр. Дальше я буду вязать капор на окружность головы 54 сантиметра. 54 умножаю на 1,8, получаю 97,2 петель. Всего мне нужно набрать. Такого количества петель не бывает. Округляем в большую сторону 98 до четного числа. Так как я буду вязать здесь резинку 1 на 1, мое количество петель должно делиться на 2. 98 на 2 как раз делится. Значит, я набираю на спице 98 петель плюс 1 петля для замыкания в круг. Итого, по итогу мое изделие получилось на окружность головы 52-54 сантиметра. Если вы будете вязать капор на больший размер головы, соответственно, нужный обхват головы умножаете на плотность и получаете нужное количество петель. Значит, начинаем мы вязать изделие снизу вверх. Вяжем сначала резинку до нужной высоты. Я буду вязать сантиметров 15. Дальше переходим на спицы 5 миллиметров и начинаем вязать и формировать наш капор поворотными рядами. По линии подбородка мы закрываем 15% от набранных петель. У меня получилось приблизительно 15 петель. Расскажу, как я тут распределила. Значит, переходим на поворотное вязание, спицы номер 5. Здесь закрываем 15%. Здесь по линии затылка мы наоборот начинаем делать прибавление для формирования нашего капюшона. Здесь я буду делать прибавки до тех пор, пока половина вот этого изделия не будет где-то 23-24 сантиметра. Если вы вяжете опять же на больший размер, например на 55-56, то значит вам нужно делать прибавки на сантиметр больше, чтобы у вас было 24-25 сантиметров в ширину. Дальше дошли до нужного количества петель. Дальше мы вяжем просто поворотными рядами нужную высоту нам капора. Я буду вязать от резинки до начала убавлений на затылке 22 сантиметра. Соответственно, если вы вяжете на размер больше, 55-56 сантиметров, вы вяжете на сантиметр больше. Если еще больше размер, на 58 или 60, то значит вяжете еще на сантиметр выше. Дошли до нужного количества сантиметров в высоту, начинаем делать убавление по затылку. Так же, как мы прибавляли. Делаем убавки плавные. Сделали нужное количество убавлений. Дальше сшиваем капор методом петля в петлю. После этого мы переходим на кетлевание. Для кетлевки нам нужны спицы на размер меньше, чем мы вязали вот этот капор. Здесь мы пятеркой вязали, значит, кетлевку выполняем спицами 4 миллиметра. Выполняем кетлевку. Для кетлевки как раз нам и понадобится крючок. Я делаю это крючком. Очень красиво и аккуратно получается. У меня даже здесь незаметно никакого шва. У меня косичка на этой стороне. Она, видите, сливается с лицевой гладью. И вот так оно выглядит с изнаночной стороны. Очень все красиво и аккуратно. Так, по плотности все. Начинаем вязать. Так, на спице 4 миллиметра я набираю самым обычным способом 98 петель. Набираем посвободнее, сильно не затягиваем. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Я набираю 98 петель плюс 1, то есть 99 петель. Набрали нужное количество петель. Замыкаем вязание в круг и начинаем вязать резинку 1 на 1. Так, для того, чтобы замкнуть вязание в круг, для этого снимаем первую набранную петлю и через нее перебрасываем и спускаем последнюю набранную петлю. Вот так.
Подтягиваем наши ниточки, возвращаем снятую петлю на левую спицу, вешаем сюда маркер. Тут у нас будет конец и начало ряда. И начинаем вязать просто резинку 1 на 1. Первая у нас идет лицевая, вторая изнаночная. Снова лицевая, вторая изнаночная. Так вяжем до конца ряда. Так, я довязываю первый ряд, лицевая, изнаночная. Вот мой маркер, конец и начало ряда. Вяжем второй ряд резинки. Лицевые вяжу я точно так же, как я вязала в первом ряду, а изнаночные я буду вязать вот за эту заднюю стеночку. Вот так. Лицевая, как обычно, изнаночная за заднюю стенку. Изнаночную можно вязать за заднюю стенку, либо вязать ее классикой. Тот, кто вяжет классикой, продолжайте вязать классикой, но я буду вязать ее вот за эту заднюю стеночку. Лицевая, как обычно. Ни в коем случае не нужно вязать изнаночную петлю вот за эту переднюю стенку и провязывать ее вот так, как бабушкину петлю в поворотном вязании. Если вы будете ее так провязывать, на той стороне у вас будет получаться скрещенная лицевая петля. Из-за этого может очень сильно покосить вашу резинку. Поэтому вяжем либо ее за заднюю стенку, вот так, как вяжу ее я, либо вяжете ее классикой. Это когда вяжут вот таким вот образом. Все, дальше продолжаем вязать резинку. Я буду вязать в высоту ровно 15 сантиметров. Я провязала высоту резинку, у меня здесь получилось 15 сантиметров ровно. Дальше что делаем дальше? Дальше берем спицы 5 миллиметров. Я беру спицы 5 миллиметров. И следующий ряд, так, здесь у меня вот одна петелька, я ее перекинула, чтобы не падал маркер. Так, следующий ряд просто вяжу один ряд все лицевыми петлями. Просто лицевыми, но спицами номер 5. Вяжем до конца ряда. Так, я провязала один ряд лицевыми петлями. Следующий ряд мы вяжем тоже лицевыми петлями, но ряд не довязываем. 9 петель. Как рассчитать, сколько петель нам нужно оставить на области лица, области подбородка? У меня на спицах 98 петель. Для области подбородка нам нужно оставить 15% от набранного количества петель. 15% я высчитала, это приблизительно 15 петель. И сделаю следующим образом. Из этих 15 петель я в середине закрою сразу 9 сначала, а остальные 6 я буду убавлять по бокам. То есть вязать поворот на обратными рядами и в конце ряда упирать по одной петельке. У меня получится, что мне нужно будет 3 раза с одной стороны убрать петель, 3 петли, и 3 раза с другой стороны убрать 3 петли. Так, сейчас мы вяжем, я сейчас отсчитаю 9 петель. Это у меня здесь будет начало и конец ряда. Вот мой хвостик. Значит, отсчитываем здесь 9 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И сюда я повешу маркер. И в этом месте мне нужно будет закрыть вот эти все 9 петель. Сюда повешу маркер. Следующий ряд я довяжу до этого маркера. И вот эти петельки все закрою. Начало и конец ряда. Вяжем этот ряд до конца лицевыми до нашего маркера. Я довязала до маркера. Маркер снимаю. Теперь мне нужно закрыть 9 петель. Вот у нас 2 петли. Вот эти все петельки мне нужно закрыть. Одна петля, просто провязываю и на нее набрасываю провязанную. Вторая, сильно тут не затягиваем. Третья, четвертая,
5, 6, 7, 8, 9. Так, закрыли мы 9 петель. Вот этот маркер снимаем. И теперь нам, вот это у нас уже начало ряда, да, вот наша первая петля, начало ряда. Дальше мы будем вязать поворотно-обратными рядами. Теперь ровно половину отсчитываем от нашего количества петель. У меня получается, что 98 минус 9, у меня получается, что здесь 89 петель. Теперь мне нужно эти 89 петель поделить пополам. Так как у меня нечетное количество петель, у меня получается, что одна петелька лишняя. Вот эта лишняя петелька у меня будет по центру капра на затылке. Да, где-то, допустим, я здесь отсчитала половину и здесь половину отсчитала, у меня одна лишняя петелька посерединке. И вот эта петелька у меня будет центром моего капра. Я буду делать прибавки сейчас до этой петли и после этой петли. Если же у вас получается наоборот четное количество петель, да, вы отсчитываете ровно половину, у вас получится, что нету просто этой петли центральной. Значит, мы будем делать убавку вот так. Сначала то мы обозначаем центральными петлями 2 петли и будем делать прибавки до 2 петель и после 2 петель на затылочной части. Сейчас я отсчитаю ровно половину и повешу маркер и верну. Повесила я маркер ровно на половине. У меня получилось 44 петли. Дальше 1 петелька и дальше еще 44 петли. Следующие ряды мы будем делать и убавление, и прибавление. Убавления у нас будут в начале и в конце ряда, а прибавления у нас будут по затылочной части, где у нас где висит у нас маркер. Вяжем следующий ряд. Здесь мы пока ничего не убавляем. Вяжем до маркера, сделаем прибавки и вяжем до конца ряда, не довязывая одну петлю. Вяжем. Так, у меня здесь петелька от убавления. Так, вяжем до маркера. Просто лицевыми. Так, я довязала до маркера. Моя лишняя петля после маркера всегда будет. Значит, делаем прибавку до маркера. Поднимаем из протяжки петельку. Поднимаю я из протяжки. Набрасываю на левую спицу и провязываю ее скрещенной лицевой петлей. Так, чтобы у меня не было дырочки. Дальше маркер. 1 лицевая петля и делаю следующую прибавку. Также достаю из протяжки петельку и вот этой стенкой возвращаю ее на левую спицу и вяжу ее за заднюю стенку лицевой петлей, либо вот так вот. Вот так. Вот так. Сделали прибавку, дальше вяжем до конца ряда, не довязывая одну петлю. Все лицевыми. Я довязываю до конца ряда. Вот у меня 2 петли в конце. Провязала 1 лицевую и 1 не довязала. И дальше у меня, видите, вот мои петельки, которые я закрывала. Все, разворачиваемся. Развернулись. Теперь снимаем вот эту. Смотрите, вот наша недовязанная петля. Теперь мы переснимаем на правую спицу нашу провязанную и на нее набрасываем нашу недовязанную петлю. Вот таким образом. Набросили. Дальше мы вяжем все изнаночными петлями, нигде ничего не убавляя, не прибавляя. Вяжем до конца ряда, не довязывая одну петлю. Вот вяжем до этого момента, не довязывая одну петлю. Довязываю я изнаночный ряд до конца. У меня здесь 2 петли осталось в конце. Вяжу 1 изнаночную и 2 не провязываю. 2 не провязываю. Разворачиваемся. И следующий ряд мы снова делаем убавку и прибавку. Убавку делаем в начале ряда. Снимаем нашу провязанную петлю и через нее
перекидываем нашу недовязанную петлю. Вот так. Мы убрали уже 2 петельки по нашим краям, то есть 9 плюс 2. Нам осталось еще убрать 4 петли. Следующий ряд мы вяжем точно так же, как предыдущий лицевой ряд, не довязывая одну петлю, и где маркер делаем прибавки. Сейчас вяжем все лицевыми до маркера. Еще раз вместе с вами сделаем прибавку. Вяжем этот ряд полностью лицевыми. Вяжем до маркера. Так, я довязала до маркера. Делаем точно так же прибавку. Достаем из протяжки нашу петельку, набрасываем ее на левую спицу и вяжем за переднюю стенку. Чтобы было ее легче провязать, ее можно вот так вот подтянуть. Подтягиваю и вяжу ее вот так вот за переднюю стенку лицевой скрещенной. Маркер, моя центральная петля, так как у меня нечетное количество петель. Если у вас четное, у вас 2 центральные петли, значит 1 центральная, и снова делаю прибавку, но уже в другую сторону. Снова поднимаю петельку из протяжки и набрасываю ее вот задней стенкой сюда. Вот так. Возвращаю на правую спицу и вот так вот провязываю ее. И завожу левой спицей вот за эту переднюю стенку и провязываю ее лицевой скрещенной. Вот, сделали прибавку. Дальше вяжем все лицевыми до конца ряда, не довязывая одну петлю. Довязала я до конца ряда, не довязывая одну петлю. Снова разворачиваемся и вяжем изнаночный ряд. Все точно так же, как мы вязали предыдущий изнаночный ряд. Сокращаем одну петлю, значит провязанную переснимаем на правую спицу и недовязанную петлю через нее перебрасываем. Вот так. Дальше вяжем все изнаночными петлями, нигде ничего не прибавляя, но не довязывая одну петлю в конце ряда. Вяжем все изнаночными. Так, я довязала до конца ряда изнаночный ряд, не довязывая одну петельку. Разворачиваемся. Сейчас я снова сделаю убавку в эту сторону, да? Делаем убавку. Давайте сразу же сделаю убавку. Переснимаем провязанную, на нее набрасываем недовязанную. Так, мы сделали убавку. Получается, нам осталось убрать еще по одной петельке с каждой стороны. Следующий ряд мы вяжем точно так же туда и обратно. Здесь не довязывая одну петлю, разворачиваемся, вяжем изнаночный ряд без прибавлений. И следующий изнаночный ряд у нас будет последний ряд, что мы будем убавлять по краям. И не забываем делать прибавки там, где у нас маркер. И встречаемся с вами, когда провяжем туда и обратно, когда закончим вот эти все убавки по краям. Так, я провязала туда и обратно, заканчивая изнаночный ряд. У меня последняя убавка по бокам. Опять не довязала я петельку. Разворачиваемся. Так, развернулась. Теперь делаю последнюю убавку сбоку, как обычно. Все. Дальше мы по бокам больше, по краям не убавляем, но продолжаем прибавлять по затылочной части. Сейчас мы будем вязать туда и обратно. Последнюю кромочную мы вяжем изнаночной, и первую петлю всегда будем снимать, не провязывая, как обычно мы вяжем при поворотном вязании. Первую кромочную снимаем, не провязывая, последнюю вяжем изнаночной. А по затылочной части мы будем прибавлять до тех пор, пока ширина нашей половинки не будет 23-24 сантиметра. Просто тот, кто не знает тут, как провязываются кромочные, покажу все-таки этот ряд тоже. Значит, обычно у нас последняя вяжется изнаночной. Вот она как будто бы у нас провязанная, да? Вяжем ряд, прибавляем там, где маркер. Последнюю петлю мы всегда вяжем изнаночной. Вяжем следующий ряд
без убавок по бокам. Первую кромочную снимаем и вяжем дальше все лицевыми петлями до маркера. Довязала я, как обычно, до маркера. Здесь делаем, как обычно, прибавку вправо, маркер 1 лицевая и прибавка влево. Вот так. Дальше вяжем до конца ряда. Последнюю петлю в конце ряда вяжем изнаночной. Так, я довязала до конца ряда. В конце последнюю петлю мы вяжем уже изнаночной. Разворачиваемся. Изнаночный ряд вяжем. Первую кромочную снимаем, не провязывая. И все остальные петельки вяжем изнаночными, нигде ничего не прибавляя. Вяжем до конца ряда. Последнюю кромочную тоже вяжем изнаночной. Вяжем изнаночный ряд. Довязываю я изнаночный ряд до конца. Последнюю кромочную мы вяжем изнаночной. Все. Дальше разворачиваемся. Первую кромочную снимаем, не провязывая. Последнюю вяжем изнаночной и делаем прибавки, где наш маркер. Все, дальше мы вяжем до нужной ширины. Я буду вязать где-то, пока ширина вот этой моей половины не будет где-то 23-24 сантиметра. Когда провяжу я нужную ширину капора, встретимся, я вам сделаю замер и скажу, сколько петелек у меня получилось и сколько прибавок я сделала. Дальше вяжем самостоятельно. Так, я провязала нужное мне количество рядов. У меня на спицах 101 петля и ширина моей половины. Сейчас я сделаю замер. Сколько тут получилось сантиметров, так, чтобы здесь не убежала. Сейчас здесь вот так вот выпрямлю. Ширина моей половины 24 сантиметра ровно. 24 сантиметра. Вот это вот половина. То есть пополам сложить у нас будет 24 сантиметра. 23-24 сантиметра где-то должно быть. Все, дальше мы вяжем. Так, маркер этот можно снять. Далеко не убирайте. В дальнейшем он нам понадобится, чтобы делать точно так же убавление. Сейчас я буду вязать все лицевой гладью, без прибавлений, пока моя высота от резинки до убавок не будет где-то 22 сантиметра. Дальше просто все лицевой гладью. Лицевой ряд лицевыми, изнаночный ряд изнаночными. Просто лицевой гладью до нужной высоты нам изделия. Так, я провязала высоту нужное количество мне сантиметров. Сейчас я сделаю замер. У меня получилось 22 сантиметра ровно. Если вы вяжете на больший размер, то советую провязать еще 1 сантиметр вверх. Так, приступаем к убавлению. Сейчас нам нужно сделать плавное убавление на затылке и потом закрыть наш капор. Я буду делать убавления точно такие же, как я делала прибавки. То есть я повесила маркер сюда. У меня нечетное количество петель. У меня тут одна петелька. Значит, я буду делать убавку перед этой петлей и после этой петли. До петли я буду делать убавление с наклоном влево, а после петли с наклоном вправо. Так, вяжем первый ряд с убавлениями. Убавлять будем в каждом лицевом ряду, пока. Потом в каждом ряду. Там будет буквально несколько рядов у меня будет в каждом ряду. Вначале идем в каждом лицевом. Вяжем все как обычно. Первую кромочную снимаем. Вяжем все лицевыми, не довязывая до маркера 2 петли. Я довязала до маркера, не довязывая 2 петли. Вяжем 2 петли вместе лицевой с наклоном влево.
У меня петельки уже лежат правильными стенками. Просто завожу за 2 петли и вяжу 2 вместе лицевой с наклоном влево. Маркер, моя центральная петля. Так как я вяжу бабушкиным способом, мои петельки лежат так, чтобы их вязать 2 петли вместе за задние стенки. Поэтому мне их нужно развернуть правильными стенками, обе петли, и вернуть на левую спицу. И далее провязать 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо. Вот так. Все, дальше вяжем мы ряд до конца лицевыми. Последнюю кромочную вяжем изнаночный. И изнаночный ряд мы возвращаемся, ничего не убавляя, только изнаночными петлями. И следующий ряд снова вяжем с убавками. И таким образом я буду убавлять 16 рядов. Все нечетные ряды я вяжу с убавкой, все лицевые ряды, а изнаночный без убавления. Итого должно получиться 16 рядов, значит 8 рядов с убавлением. И встречаемся в 17 ряду. Так, я провязала ровно 8 убавлений, рядов с убавлениями. У меня получилось 8 убавок, получается. Сейчас точно посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Так, со следующего ряда нам нужно будет вязать буквально 4 ряда. Мы будем вязать и убавлять уже в каждом ряду. И в лицевом, и в изнаночном ряду. Вяжем в лицевой ряд. Лицевой ряд, в принципе, с убавлениями вяжется точно так же. Здесь ничего не меняется. Единственное, мне нужно будет показать, как вязать в изнаночном ряду. 2 петли вместе изнаночной с наклоном влево и с наклоном вправо. Так, первую кромочную снимаем, вяжем до маркера, не довязывая 2 петли лицевыми. И забыла сказать, у меня сейчас на спицах 85 петель. Сейчас убавляем 4 ряда и в каждом ряду делаем убавки. Так, я довязала до маркера, не довязывая 2 петли. Вяжем 2 петли вместе с наклоном влево за задние стенки. Маркер 1 лицевая и 2 петли вместе с наклоном вправо. Дальше вяжем до конца ряда. Последнюю кромочную вяжем изнаночный. И в изнаночном ряду убавлять будем точно так же вот здесь вот. До маркера, не довязывая 3 петли, и после маркера сразу в изнаночном ряду. Так, сейчас вяжем лицевой ряд до конца. Встречаемся с вами в изнаночном ряду. Так, вяжем изнаночный ряд. Первую кромочную снимаем, не провязывая. Вяжем все изнаночными, не довязывая 3 петли до маркера. Так, я довязала, не довязывая до маркера 3 петли. Вяжем 2 петли вместе изнаночной, так, чтобы у нас на лицевой стороне были они 2 петли вместе с наклоном в нужную сторону. Просто провязали мы, как обычно. Дальше 1 изнаночная и маркер. Дальше нам нужно провязать 2 петли вместе так, чтобы у нас на той стороне они были с наклоном влево. Разворачиваем 2 петли вот так вот стеночками. И за задние стенки подхватываем дальше сзади 2 петли и вяжем 1 изнаночной. Вот так. Провязали. Дальше вяжем до конца ряда все изнаночными петлями. И таким образом нужно провязать еще 2 ряда. То есть 1 лицевой ряд и еще 1 изнаночный ряд. И встречаемся там уже через 2,5 ряда. Я провязала все ряды с убавкой. У меня получилось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 плюс 4. 12 рядов с убавками. У меня на спицах 77 петель. Это нечетное число. Теперь мы вяжем вот эту половину
И вот здесь нам нужно будет сравнять количество петель, чтобы у нас было ровно четное, чтобы у нас на одной спице оставалось количество петель и столько же на второй спице. Значит, мы сейчас вяжем до половины. И в конце я провяжу вот эти 2 петли вместе. Вот эту петельку и вот эту. И все. И здесь мы остановимся и будем сшивать наш капор вот отсюда сюда. Вяжем вот этот ряд, последний. И будем сшивать наш капор. Первую кромочную снимаем. Вяжем до маркера, не довязывая одну петельку. Так, убираю я маркер. Все, он мне больше не нужен. Здесь вяжем мы 2 петли вместе. Все, и теперь нам нужно будет сшивать наш капор петля в петлю вот отсюда сюда, к нашему затылку. От затылка к лобной части. Так, отмеряем ниточку. Наши 2. Так вот. Измеряем ровно 3 части. 1, 2, 3. И на всякий случай я возьму еще 4-ю. Вот так. Обрезаем нить. Так, берем иглу. Берем иглу. Вставляем ниточку в иглу и начинаем сшивать петля в петлю. У меня по 38 петель должно быть на каждой спице. И начинаем сшивать следующим образом. Так, первую я делаю соединительную петлю. Завожу вот сюда иглу. И дальше начинаем сшивать. Заводим снаружи вовнутрь, в петлю, снимаем ее. И в соседнюю, с внутренней части наружу. Вот так. Идем к нашей передней спице. Заводим снаружи вовнутрь, снимаем петлю и в соседнюю заводим с внутренней части на наружную. Вот так. Снова идем к дальней спице, снаружи вовнутрь, с внутренней части наружу. Подтянули. Снова возвращаемся сюда, снимаем петельку, заводим в петлю снизу вверх. Теперь отсюда сверху вниз в петлю, теперь из петли соседней. Вот так. Снова возвращаемся сюда, снаружи вовнутрь, снимаем петлю с внутренней части наружу. Снова идем к дальней спице, снаружи вовнутрь петли, снимаем петлю и в соседнюю с внутренней части наружу. Так идем до конца ряда. Шов не затягиваем. Он должен имитировать наши петли. Если мы его затянем, у нас будет внутри, у нас будет идти очень шов, и он будет очень заметный. А так он, видите, у нас получается незаметный совсем. Так, я заканчиваю. Тут у меня слетела петля. Ничего страшного, сейчас я поймаю. Так вот. Сюда, сюда. И все.
Все, сшили мы капор швом петля в петлю. Получилось вообще здесь без шва. Так, дальше мы эту ниточку прячем просто и переходим к этапу кетлевки. Сейчас будем кетлевать наш. Так, давайте сразу сделаю замер, что мне получилось по капюшону. Так, такой вот у нас получился аккуратный капюшончик. Сделаю замер. Значит, до ВТО, до кетлевки здесь у меня 23,5 даже сантиметра. Хотя нет, 24 сантиметра. Здесь высота до низа 28. Если вы вяжете на больший размер, повторяю, надо делать еще выше, 29 сантиметров. И приступаем к этапу кетлевки. Кетлевать начнем вот с этого края. Так, набирать я буду петельки вот по этому краю. Да, вот отсюда я начну поднимать петельки. Берем спицы снова 4 миллиметра и начинаем поднимать. Не в кромочную петлю, вот наша кромочная петля. Вот наша первая дорожка после кромочной. Вот кромочная, да? Вот первая дорожка, и мы поднимаем вот в эту петельку. Будем поднимать 2 через 1. 2 поднимаем, 1 пропускаем. 2 поднимаем, 1 пропускаем. Берем, заводим спицу в нашу петлю. Берем рабочую нить. И начинаем поднимать петельки. Так, еще раз. Вот наша петля в петлю. Так, пару петель я подниму крючком, а потом продолжу все спицей. Крючком поднимать удобней. Так, первая петля. Две подряд, 1 пропускаем. Вот в первую мы вытащили, вот вторая наша петелька. Вторую. 1 пропускаем, снова 2 подряд. Вот наша петелька. 1, вторая. Все, крючок я тут убираю. Беру снова спицы. Так, 2 подняли. 1 петельку мы пропускаем, вот она. Ее пропускаем, в следующую поднимаем. 1, 2. Снова 1 пропускаем, в следующую поднимаем 2 подряд. 1, вторая. Снова петельку пропускаем, в следующую поднимаем. 1 петля, следующую тоже поднимаем петельку. И так мы продолжаем до конца ряда. Так, снова вот эту петельку пропускаем, в следующие 2 подряд поднимаем. Это вот 1, вот вторая. Петельку пропускаем, в следующую поднимаем. 1, еще в следующую вторая. Снова петельку пропускаем, в следующую поднимаем. 1 и еще в следующую вторая. Снова петельку пропускаем, в следующую поднимаем петлю. Так, идем до нижней части. Покажу, как вот здесь будем подхватывать на вот этом, на вот этой части. Идем до этой части по нашему краю и встречаемся вот тут.
Так, я подошла тут к краю. Так, у меня здесь 2 подряд. Одну пропускаю, в следующую поднимаю. И в следующую поднимаю 2 подряд. Одну пропускаю, вот эту. И дальше у меня идет уже в бок, смотрите. Вот эту петельку я пропускаю, а вот сюда подхватываю. По бокам иду как бы вот через одну, смотрите, вот сюда подхватила, сюда не нужно, вот сюда дальше иду. Дальше вот сюда подхватила, сюда не нужно, иду вот сюда на петельку ниже, не под кромочную, а как бы на петельку ниже. Так, не сюда, а вот сюда на петельку ниже. Так, здесь подхватила, сюда не завожу, иду вот сюда. Так, мы подобрались к вот нашему подбородку. Здесь мы будем подхватывать в каждую петлю. Вот петля. Вот петля. Дальше вот тут у нас идет между петель перемычка. Вот следующая петля. Сюда. Дальше вот в эту петельку идем. Сюда. Дальше вот в эту петельку. Вот в эту. Вот петля дорожка. Тут между ними тоже есть перемычки, не путаем. Вот в эту петельку, вот в эту идем. Вот она. Вот сюда. Дальше вот сюда. Здесь мы подхватываем в каждую петельку на линии подбородка. Вот. Так, дальше вот сюда получается. Вот сюда. И мы вышли опять на боковую часть. Вот сюда. Теперь в следующую петлю. Вот сюда, наверное. Да, точно. Вот сюда. Теперь это у нас петля. Дальше идем вот в эту петельку. Так, мы выходим снова на прямую косичку. Тут нам тоже нужно будет подхватывать 2 через 1. Вот наша кромочная. Дальше вот эта косичка и вот наша косичка, в которую мы будем идти. Вот сюда поднимаем петельку, вот сюда. 2 через 1. В эту подхватили, теперь в следующую. Следующую петельку мы пропускаем, идем через одну. Вот сюда. Вот наша следующая петелька, мы идем вот в эту. Вот она. Идем также теперь 2 через 1. 2 подряд, одну пропускаем. Вот одну пропускаем, вот эту. Идем вот в следующую. После нее сразу в следующую. Следующую мы пропускаем вот эту петельку. Идем через одну, вот сюда. И так поднимаемся 2 через 1 до вот этой, до замыкания в круг. Поднимаемся дальше до замыкания в круг. Так, я подхватила все петельки, посчитала, у меня получилось 113 петель. Теперь я вешаю сюда счетчик и буду вязать теперь по кругу где-то рядов 13. 12-13 рядов. Скорее всего, я провяжу 13. Вяжем дальше все лицевыми петлями, спицами номер 4. Вяжем лицевой гладью 13 рядов. Можно 14 провязать. Если у вас спицы еще меньшего размера, то лучше 14 провязать. Так, вяжу лицевой гладью. Все, вяжем. Так, я заканчиваю вязать лицевой гладью. Провязала ровно 13 рядов. Все, дальше смотрите, что мы делаем. Берем просто крючок, у меня крючок 4 миллиметра, и начинаем петлевать. Вот наша первая петля. Спускаемся по этой дорожке в самый низ и ищем то место, откуда мы ее доставали.
Вот это место. И заводим крючок в то же место. То есть заводим в то же место, откуда мы доставали петлю. Дальше мы подхватываем первую петельку. Смотрим, чтобы она была не перекрещенная. Дальше подхватываем рабочую нить. Продеваем ее и отсюда достаем. Дальше идем к следующей петле. Точно так же спускаемся по ней вниз. И в то же место, откуда мы доставали эту петельку, точно так же заводим в петлю, подхватываем рабочую нить, продеваем ее, вытаскиваем. У нас здесь получилось 2 петли. Первую петлю продеваем через, то есть вторую петлю продеваем через первую. Снова идем к следующей петельке. Спускаемся вниз, заводим крючок, подхватываем петлю, подхватываем рабочую нить, вытягиваем ее и продеваем через предыдущую. Продолжаем со следующей. Спускаемся вниз, заводим крючок, подхватываем петлю, подхватываем рабочую нить. Ой, тут как бы не перепутать. Подхватываем рабочую нить, вытягиваем петлю и продеваем через предыдущую. Так идем по всему нашему периметру и кетлюем. Таким образом кетлюем. Сейчас я про... И у нас вот такой получается аккуратный край. Тут у нас получается косичка, которая совпадает с нашей лицевой гладью. Она будет совсем незаметная. Продолжаем так до конца ряда. В конце ряда встречаемся, покажу, как мы там замкнем все в круг и спрячем наши ниточки. Вот эти ниточки, которые у меня были, хвостики, конец, то, что я заканчивала сшивать капор, и та ниточка, когда я присоединяла вот эту нить, я просто ее прячу вовнутрь нашего вот этой обработки. То есть мы ее просто прячем вовнутрь обработки. Она никуда не денется. Вот так. Аккуратненько продолжаем мы выполнять кетлевку. Продолжаем до конца ряда самостоятельно. Встречаемся в конце ряда. Я заканчиваю кетлевать. Мне осталось 2 петли. Вот одна. И последнюю петельку снимаю, подхватываю рабочую нить и вытягиваю. Все, спицы убираем. Теперь нам нужно замкнуть это все в круг. Вытаскиваем вот так вот петельку нашу, обрезаем нить, берем иглу. Все, берем иглу и продеваем в нашу первую косичку, продеваем ее через нашу первую косичку, вот так, через 2 дужки, вот так, и возвращаем нашу вот в эту петельку насквозь, продеваем. Теперь нам нужно здесь тоже все аккуратненько соединить. Вот эту вот с нашей первой петелькой. Вот так вот мы все замкнули в круг. Теперь мы ее чуть-чуть тут закрепим. Я ее тут чуть-чуть закреплю и спрячу вовнутрь. Так, проделим. Все. Там она у нас никуда не денется. Дальше мы вяжем шнурок. У нас вот такое получилось аккуратное. Край получился у капора. Видите, такой вот интересный край. И получилась ширина капора вместе с нашим краем. Ширина получилась
25 сантиметров. Если вязать на размер больше, когда мы делаем прибавки, то мы прибавку делаем на сантиметр шире, если мы вяжем на больший размер, чем у меня. И, соответственно, на сантиметр выше вяжем до убавок. Вот, в принципе, и все, как определить по размерам. Дальше вяжем шнурок. Сейчас покажу, как связать шнурок. Я шнурок уже связала. У меня есть вот такая специальная машинка для вязания шнурков. Очень удобная, все быстро на ней вяжется. Но тем, у кого нету такой машинки, я покажу на примере, как связать этот такой же шнурок спицами. И провяжу буквально его сантиметров 5. В принципе, самое главное это показать, как его начать вязать и как закончить. А дальше он вяжется все очень просто. Мой шнурок ровно 120 сантиметров. Так, вяжем его спицами. Для этого нам потребуется спицы 4. Я возьму спицы 4 миллиметра. А ниточка сложена у меня точно так же, как я вязала капор. 2 основные нитки от клубка и 1 дополнительная. На спицу набираем 3 петли. Давайте я это уберу. На спицу набираю я 3 петли. 2, 3. 3 или 4. Давайте 4 наберем. 4 петли набираем на спицу. И начинаем вязать. Смотрите, вот мой хвостик с левой стороны. Перемещаем наши петельки на другую часть спицы. И вяжем все лицевыми. Никаких кромочных у нас здесь нету. Вяжем самую первую петлю лицевой. Снова лицевая. Лицевая и лицевая. Провязали 3 петли. Теперь снова перемещаем наши петельки в другой конец спицы и вяжем точно так же. Первая у нас лицевая, снова лицевая, лицевая, лицевая. Вот так. Снова перемещаем в другой конец спицы. И вяжем снова также лицевая, 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 лицевая. Вот смотрите, уже у меня начал формироваться мой шнурок. Так, продолжаем вязать, перемещая постоянно наши петельки в конец спицы. И вяжем все лицевой гладью. Вот так. Так, вяжем мы шнурок 120 сантиметров. Вот видите, у меня уже шнурок образовался. Так, провязали вы шнурок дальше. К примеру, провязали вы нужной вам длины. Просто обрезаете вот эту ниточку, берете иглу с большим ушком и продеваете все через эти все петельки и затягиваете. И кончик ниточки прячем просто внутри шнурка. Просто продеваете иголочку сюда вовнутрь и прячем его туда. Давайте все-таки я вам покажу. Так, вот у нас шнурок, да, вот наш кончик ниточки. Берем просто иглу и просто вдеваем ее вовнутрь шнурка. Вот так, смотрите. Вот он у нас получится, что наш шнурок будет полностью внутри шнурка. Просто его так продеваете и его обрезаете. И ниточку вот так, шнурочек подтягиваете, все, вашего шнурка нету. Потом стираете этот шнурок и вдеваем его в капор. Вот и все, в принципе. Ничего сложного нету. Так, капор отправляем в стирку. Вяжем шнурок, его тоже отправляем в стирку. И шнурок вдеваем уже после стирки. Но я сейчас вам покажу. Пока для видео я сейчас, конечно же, покажу, как вдеть этот шнурок. Потом я его все равно сниму. Вот у меня есть шнурок. И вот наш центр, да? Вот центр. Определяем тут пару петель. Наверное, вот так вот петли 4 определяем. 1, 2, 3, 4 по центру. Можно 5, да, петель. Берем обычную вот такую булавку. Продеваем ее в шнурок. Закрепляем.
И вдеваем ее просто в наш капор. Так, мне бы определить серединку точно. Где-то вот это у меня серединка. 1, 2, вот сюда добавить. Два, вот серединка, 1, 2, вот сюда нам нужно ее. Втаскиваем. Все, перед булавку снимаем. Одеваем наш шнурок. Вот и все. И обязательно в конце я еще вот тут вот перевязываю, вот так вот узелочек делаю. Вот такие вот делаю узелки. Но это все делаем после стирки. Вот так. Забыла взвесить изделие. Вес моего изделия до стирки получился. Вес капора 98 грамм. То есть ровно 2 мотка у меня ушло на вот капор, на мой размер. Если вязать на больший размер, то, соответственно, нужно покупать еще 1 моточек. И на этом все. Надеюсь, мое видео вам было полезным. Ставьте класс, подписывайтесь на мой канал. Всем пока!